В последние месяцы внимание международной прессы и экспертов привлек президент Ирана Масуд Пезешкиан, которого некоторые иранские монархисты обвиняют в якобы сговоре с Турцией. По их версии, в случае серьезного давления со стороны США, Пезешкиан может создать на территории провинции Западный Азербайджан независимое государство. Эта провинция является родиной президента, и такие слухи подпитываются его тесными контактами с турецкими и азербайджанскими политиками. Хотя подобные утверждения звучат крайне смело, они отражают реальные политические тревоги в Иране, где вопросы национальной целостности и региональной безопасности всегда остаются на первом месте. Более того, эта гипотеза частично согласуется с турецким стратегическим проектом по созданию сухопутного маршрута через Кавказ в Среднюю Азию, который мог бы связать тюркские государства региона, усиливая влияние Анкары на этом направлении. Несмотря на слухи о сговоре, сам Пезешкиан официально акцентирует внимание на мирных инициативах и укреплении сотрудничества между странами региона. Он подчеркнул, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном станет важным шагом для укрепления безопасности и стабильности, а также для развития экономического и политического сотрудничества. В ходе встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном в Тегеране президент Ирана заявил, что Тегеран выступает за конструктивный диалог, мир и стабильность в регионе и готов углублять стратегическое партнерство с Ереваном. Такие заявления показывают стремление Ирана сохранять баланс интересов и позицию посредника в сложных региональных отношениях, несмотря на внутренние и внешние политические вызовы. Внутри страны также происходят значительные изменения на уровне высшего руководства. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаминеи практически полностью передал управление государством своему советнику Али Лариджани. Лариджани, ранее занимавший пост спикера парламента и секретаря Совета по национальной безопасности, теперь контролирует внутреннюю и внешнюю политику страны, включая переговоры по ядерной программе и отношения с ключевыми международными партнерами, такими как Россия, Катар и Оман. Он также отвечает за сохранение стабильности внутри страны и меры по защите государства в случае чрезвычайных ситуаций. По информации The New York Times, Хаминеи поручил Лариджани разработать меры, обеспечивающие выживание Исламской Республики как в случае возможных ударов по ключевым объектам со стороны США или Израиля, так и в случае устранения высшего политического руководства, включая самого Рахбара. Сам Хаминеи, согласно источникам, рассматривает возможность стать шахидом, что отражает серьезность подхода к вопросам защиты государства. В рамках подготовки к потенциальному конфликту с США Хаминеи издал указы о быстрой замене генералов и высших чиновников в случае их недоступности или ликвидации, вплоть до 4 уровней преемственности. Он также назначил узкий круг приближенных, которые должны будут руководить страной, если сам лидер станет недееспособен или недоступен. Считается, что в этот круг входят генерал Ксир Яхья Рахим Сафави, спикер парламента Мухаммад Багир Галибаф и глава администрации Али Асгар Хеджази. Неожиданно одним из резервных руководителей указан бывший президент Хасан Рухани, представляющий умеренное крыло, что отличает его от остальных членов этого узкого круга. Эти внутренние изменения на фоне внешнеполитических процессов создают сложную картину. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о создании глобальной сети альянсов, включающей Индию, страны Африки и арабского мира, а также средиземноморских партнеров, таких как Греция и Кипр. Основная цель этого проекта – противодействие радикальным шиитским и суннитским блокам на Ближнем Востоке. Создание такой коалиции демонстрирует стремление Израиля укрепить позиции союзников и создать более устойчивую систему региональной безопасности, способную противостоять различным угрозам. Этот подход также подчеркивает растущую роль многосторонних альянсов,
где объединяются страны с различными интересами ради общей цели поддержания стабильности. Одновременно страны региона публично заявляют о своей нейтральной позиции в отношении потенциальных военных действий против Ирана. Иордания, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Азербайджан официально подчеркнули, что не позволят использовать свою территорию для ударов против Исламской Республики. Стоит отметить, что во всех перечисленных странах, кроме Азербайджана, находятся американские военные базы, из-за чего их публичные заявления о нейтралитете могут восприниматься с осторожностью. Такие заявления подчеркивают стремление этих стран сохранять независимость внешней политики и минимизировать риски вовлечения в конфликты, демонстрируя осторожность в условиях высокой напряженности. На фоне этого Соединенные Штаты продолжают наращивать военное присутствие в регионе. Все истребители пятого поколения F-22A Raptor ВВС США вылетели с авиабазы Лейкенхит в направлении Ближнего Востока, что демонстрирует готовность к быстрому реагированию на любые непредвиденные ситуации. Внутри американской администрации ведутся активные обсуждения рисков возможного конфликта. Вице-президент Джей Ди Венс выразил обеспокоенность тем, что возможный удар по Ирану может втянуть страну в затяжной конфликт. Он рассчитывает на дипломатическое разрешение ситуации через переговоры в Женеве, хотя скептически оценивает вероятность достижения полного соглашения. Эта осторожность демонстрирует, что даже при наличии военной мощи США предпочитают искать дипломатические решения и минимизировать прямое вмешательство. В то же время Иран активно укрепляет свои оборонные возможности. Страна близка к заключению сделки с Китаем на поставку противокорабельных крылатых ракет CM-302 с дальностью около 290 километров. Эти ракеты позволят Ирану повысить уровень защиты побережья и обеспечивать стратегическую гибкость в случае эскалации напряженности. Параллельное наращивание военно-морских сил США вблизи иранского побережья подчеркивает необходимость дипломатических и военных мер с обеих сторон, создавая сложную стратегическую ситуацию, в которой каждое действие требует тщательного расчета. Таким образом, на фоне этих событий складывается многослойная и сложная картина региона. Внутренние изменения в Иране, дипломатические инициативы соседних стран, стратегические планы Турции, усилия Израиля по формированию альянсов, а также активизация США создают динамичную систему политических, экономических и военных факторов. Каждая сторона стремится сохранить баланс сил, обеспечить собственную безопасность и укрепить стратегические позиции, при этом пытаясь избежать масштабного конфликта. В таких условиях ключевыми остаются диалог, дипломатия и осторожное реагирование на любые изменения, которые могут повлиять на стабильность всего региона. Оставляйте свои комментарии под видео и не забудьте подписаться, чтобы всегда получать самые актуальные и значимые новости мира и региона Ближнего Востока.